Итак, всем привет! Короткое видео о том, что может греметь сзади в багажнике. Некоторые говорят, что гремит замок. Поменял личинку, поставил новый замок, все равно гремит. Едешь на кочке, если едешь по прямой, то все нормально. Если только кочка начинает греметь, оказывается, граждане, видите, вот этот дворник. Вот этот дворник в середине, но я уже сделал, уже не буду разбирать, показывать. Тут подумал, сниму видео немного. Здесь в середине стоит механизм вот этого дворника, моторчик там такой, который этот дворник двигает, короче. Этот моторчик прикручен на 4 болтах. Вы берете эти болты, поджимаете. Самое важное, вот этот дворник. И самое важное, вот этот дворник, поднимаете вот эту вот защелку. Вот, здесь есть гайка. Откручиваете эту гайку, снимаете дворник. Под этой резиночкой находится болт на 20... Под этой резиночкой находится гайка на 24. Вы поджимаете эту гайку. Если эта гайка раскручена и болтается, вот этот моторчик снизу, который... Вот здесь есть такой моторчик, он находится. Он начинает вот так ходить. И когда вы на кочках ездите, этот моторчик бьет вам просто об ляду. Короче, он вам бьет, и вы не понимаете, откуда идет звук, короче. Уже все перебрал, все, разобрал пол багажника, короче. Все вынял, достал и все равно бьет. Оказывается, вопрос был просто вот в этом дворнике. Снимаете, подкручиваете болт. Вы можете так проверить. Снимаете дворник, откручиваете вот эту гайку, снимаете дворник, снимаете вот этот пыльник, закручиваете болт на 24. И все, и будет вам счастье. Замок скрипеть. Ну, 10 год в машине, замок ни разу не менялся. Замок не бил, не скрипел, ничего вообще. Поменял, короче, и стойки поменял. Вот эти вот амортизаторы поменял, и личинку поменял, и замок поменял. Все равно било. Пока не закрутил вот это вот приспособление, вот этот вот дворник. Да, еще одно. Вот когда вы снимете вот этот вот пластик, вот этот вот пластик, вы его хорошо вытрите. И промажьте вот этим вот силиконом, потому что этот пластик, он дубеет, как бы сказать, на солнце он начинает высыхать, и он начинает скрипеть. Он скрипит тоже ужасно, вот этот вот пластик в багажнике. Вот купил вот такой вот силикон, они есть разные, хотите этот покупайте, хотите другой. Купил вот такой вот силикон, короче, и промазал, вымыл сначала, и потом промазал это все силиконом, короче. Купил такую вот шумовочку 2-миллиметровую. И прежде чем ставить назад этот пластик, я здесь вот так все заложил вот этой вот шумовкой. Здесь заложил шумовкой, здесь заложил шумовкой. Шумовку делайте немного больше от краев, чтобы она выступала. Вот видите, вот она есть немножечко, вот у меня есть сейчас. Может. Вот видите, ага. Шумовку делайте немножечко от краев, чтобы она выступала. И потом, когда вы пластик прижмете, можно ножичком аккуратно подрезать, и как раз торец пластика не будет вам скрипеть об металл, короче. Вот так, все вот так с шумовкой я заделал, сверху я заложил шумовкой, короче, и сверху прицепил пластик. Ну вот так вот избавился от скрипа задней ляды и биения. Так что вот такая ситуация есть. Кому было полезно это видео, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Всем счастливо, удачи, пока.